Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Тема сегодняшнего расклада. Кто думает о тебе прямо сейчас? Советую досмотреть это видео до конца. В конце видео помимо совет карт будет совет психолога. Надеюсь, это будет вам интересно, полезно. Вы когда-нибудь вздрагивали без причины, будто кто-то коснулся вашего плеча или позвал по имени? В эту самую секунду один человек поставил свою жизнь на паузу, потому что ваш образ полностью перекрыл ему реальность. Он может сидеть на совещании или ехать за рулем, но ментально он сейчас стоит перед вами. Хотите узнать, кто этот пленник ваших чар и какую именно сцену с вашим участием он прокручивает в голове прямо сейчас? Для начала я делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Так. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что-то показано мне у вас тут. О, Господи, такие карты, девочки, очень странные. Как череда каких-то негативных, можно сказать, событий, да? Вы рассчитывали, планировали одно, а тут как свинью вам подложили. Поэтому ваше сегодняшнее настроение такое, вы стараетесь себя обезопасить, стоите с этим кинжалом впереди, вы показываете его. То есть сейчас вы вовсю транслируете окружающим свои возможности, способности защитить себя. Лишний раз стараетесь обезопасить себя, не сближаясь, без надобности с кем-либо. Показано мне ваше какое-то состояние. Тут карта утопленник, это сродни карте повешенный, да? То есть где-то, можно сказать, настроение не самое прекрасное и веселое. Как будто накопленная уже усталость, где-то даже разочарование. И это носит уже больше как хронический характер. И показано это состояние, из чего проистекает? Из того, что изначально вы как будто были завязанными глазками. Может, на какие-то вещи, может, на события смотрели, вот у вас свой был взгляд, а потом как вскрылась какая-то реальность, да, то, что тут вот за спиной как кинжал мужчина какой-то держит. То есть люди в отношении вас были, мягко говоря, не особо искренне. Может быть, эта повязочка у вас глазок спала, и вы осознали, какой-то, может быть, мужчина двойную игру вел. Какие-то, в принципе, может быть, у людей двойные стандарты. Я не хочу сказать, что тут вас там кто-то использовал, но такое ощущение, как будто бы вы были слишком в отношении кого-то наивны, доверчивы. Обожглись. И уже не раз, девочки, вот тут как-то так мне показано. Опять-таки, сейчас опасаетесь, карта дьявол, третьи лица, тут любовные треугольники у кого-то. У кого-то настолько вы обожглись и не хотите уже больше никаких вот этих любовных страстей, любовных треугольников. Тут многих уже такая мысль, лучше я уже буду одна, чем мне вот эти вот качели, как будто бы мое здоровье этого не выдержит. Тут что-то у кого-то прям так. Опять-таки, если это не касается любовного треугольника, хотя тут мужчина и две женщины, и дьявол, да, это какие-то, может быть, отношения трудно реализуемые. Отношения с мужчиной, который до конца не выбрал, с кем он, с умными или с красивыми, да, и не хочет с вами быть, а так как вы умная и красивая. Ладно, я шучу, девочки, но тут вот что-то тут такое может быть. Тут как будто бы, с одной стороны, разочарование, и особо уже как будто бы даже и не верите в какие-то там радужные перспективы.
усталость. Так, по дьяволу, ну хорошо, я могу тут считать и вас, как женщина страстная, яркая, привлекательная, сексуальная. Другое дело, вы это можете уже гасить и говорить, мне это уже ничего не нужно, слишком дорогую цену я или заплатила, или плачу за, ну, за вот эту вот сексуальную одержимость, да, скажем так, за любовную какую-то историю. Так, о чем это? Ну да, тут вы сами по себе привлекательны, но сейчас вы скорее по карте отшельник будете избегать каких-либо романтических историй, сексуальных каких-то приключений. По отшельнику вы говорите, мне нужно хорошо обдумать то, что со мной произошло, и я уж точно не хочу повторения этих сценариев. Да, классно быть желанной, классно ощущать себя такой там привлекательной, харизматичной, легкой, но как будто по карте отшельник слишком много, ну, скажем так, вопросов, которые остались пока без ответов. Вы как будто бы четко не понимаете, как все это в одном флаконе уместить, да, и испытывать эти эмоции классные, и при этом, дабы это все не было токсично и не разрушало вашу жизнь. Тут как будто бы женщина вот собирает себя по кусочкам после какой-то истории, которая вроде бы должна принести была массу всего приятного и расправить вам крылья, а по факту обожглись. Ну вот как-то так мне идет. И это может быть даже у кого-то не в отношениях с мужчиной. Это может вообще как будто взаимоотношения с какими-то людьми. Как вот тут какие-то как манипуляции, предательство. Вот тут что-то такое. Вас как будто бы учат противостоять этому всему. Ну, вам это все не нравится. Вас как будто бы где-то вытащили из вашего какого-то светлого, доброго мирка и показали, подсветили окружение, с которым вам приходится, ну, иметь место, вам общаться, да, которые имеют место быть в вашей жизни. Вот так вот. Тут какие-то люди, которых, вы, может быть, по одному смотрели на этот мир, а тут как вам подсветили изнутри, показали. Да нет, вот люди такие, какие они есть. Не лучше, не хуже. У тебя слишком, может быть, такое идеалистическое было мнение о них. Вот какая-то такая сигнификация ваша, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим, кто думает о тебе прямо сейчас. Первый архетип мужчины, который думает о тебе. Что это за мужчина? С каким чувством он думает? Нежность, тоска, страсть, может быть, легкая досада. Картинка в его голове, конкретный образ или воспоминание, которое его зацикливает, да, циклит на вас. Что мешает ему проявиться? Почему он только думает, но не действует в данную секунду? Совет карт. Стоит ли тебе подать ему встречный ментальный сигнал? Первое. Архетип мужчины, который сейчас думает о тебе. С каким чувством он думает? Нежность, тоска, страсть или досада? Картинка в голове его, конкретный образ или воспоминание, которое его циклит на вас. Что мешает ему проявиться? И совет карт. Стоит ли подать ему встречный ментальный какой-то сигнал? Начинаем. Первое у нас идет архетип мужчины, который сейчас думает о тебе. Так, какой этот мужчина? Вау. А мужчина почему-то кричит от боли. Ух ты! А мужчина как будто попал в какие-то жернова, мясорубку, я вам хочу сказать. Тут его... Ух ты мой, да что же это такое? Я вам хочу сказать, как бы не вот эта карта Иерофант, я бы сказала, что тут как чуть ли не магическое какое-то воздействие, как манипуляции какие-то. А тут я вам хочу сказать, это замысел высших сил. То, что этого мужчину
ну, свели с вами, да, вы на его пути появились, он на вашем пути. Ну, тут, скорее всего, через вас у мужчины происходит трансформация. Вы его как кармический учитель. Партнер, не знаю, ну, учитель точно. То есть этот мужчина не зря вам встретился, а вы точно ему не зря. Что-то тут в его жизни, как будто бы вот до встречи с вами он жил какой-то своей там жизнью. Ну, может, его там все и устраивало. А потом, вот, встреча с вами — это самая точка невозврата. А тут как будто бы вы сподвигаете мужчину к росту, развитию духовному. И это идет тут какими-то, знаете, как скачками, если можно так сказать. И через боль. Эта трансформация ему болезненно дается. Где-то идет как ломка внутри, прям тут. Как высшие силы его обучают, вот не дают забыть о вас. И вот почему-то какой-то, потом дальше мы будем смотреть, вот какая-то картинка в голове вот циклит его по поводу вас. И вы тут как привидение. Вот он хотел бы, может быть, вас забыть, а ему не дают высшие силы. Пока он тут что-то правосудие, вот такое правосудие высших сил. Я не знаю, в отношении его. Тут он что-то конкретно это нашкодничал. Наверное, пришло время, и вы стали тем самым человеком, через которого вот так вот его как-то учат. Прям. Ну, какой этот мужчина? Давайте так. Ну, у кого-то, может быть, не свободен, да, Иерофант, тут карта правосудия, может много времени проводить там оформление юридической какой-то бумаги, там подписывать что-либо, печати какие-либо ставить. Ну, это я так уже. Опять-таки, какой он еще умный, всесторонне развитый, запрос на развитие. Этот мужчина может знать несколько языков, не останавливается в собственном этом развитии. Сейчас. Чем беременность? Ну вот тут смотрите, почему так болезненно. Вот тут первая карта, кричит он, и следующая карта беременность. Ну вряд ли тут там, может, у кого-то, конечно, и проиграется там точечно, там ребеночка ждет он с кем-либо, да, кто-то, может быть, ждет ребеночка от него. Но тут больше другое, тут карта очищения. Я повторюсь, это какая-то болезненная трансформация, которая, знаете, это как его душа кричит, идет как очищение. Такое ощущение, как будто бы мужчина уже как-то привык жить в одном ритме. Может, у него какие-то установки, ценности уже сформировались, да? А тут вот благодаря вам, не зря вы встретились, тут вот идет конкретная, глобальная переоценка ценностей. По-другому смотрит на взаимоотношения. Он как не то, что там заново рождается, но он меняется, да? Этот человек меняется в лучшую сторону. Очищение происходит. Мужчина тут длительное время, я вам хочу сказать, ждал проявлений. Сам бездействовал, при этом мог скучать по вам, а при этом ждал, что, может быть, вы к нему проявитесь в его сторону как-то. Или, в принципе, привык так более как занимать выжидательную позицию. Может, как больше провоцировать. Я даже не знаю, какой он еще этот мужчина. В чем это? И что? Ух тышка. Так странные карты показывают, какой он еще. Мужчина тут, то ли это в прошлом было, ввязался в какую-то игру, карта Эрос сексуальная, какие-то приключения. Карта тучи, как тучи сгустились. При этом, вплоть до того, что это могло нести какую-то угрозу, риск для его работы, ну, не знаю, рабочие взаимоотношения, там, бизнес. И карта Аисты, дом, семья. Вот как-то мне так показали. Не знаю, что это значит.
Ну, такой мужчина. Какая-то такая история. Так, с каким чувством он думает о вас? Нежность, тоска, страсть или легкая досада? Сосада. Так, вампир. Подарочек такой мне небеса дали. Гармония, расставание. Да, с какой он у вас чувством, с каким чувством? Ну, тут какое-то разочарование в том, что он не смог то ли... Ну, давайте так, не буду тут я вам рассказывать, вы подарок небес, но тут как постфактум человек понимает, что ну, ценная вы женщина. И когда вы рядом с ним были, вполне возможно, он больше потреблял и считал это как нужное. Брал от вас, девочки. Ну, вампир мне идет. Вампир вот такой подарочек. При этом, ну, считал, как априори так и должно быть. Как будто бы в моменте не ценил, не смог оценить. А потом тут карта расставания, вот, с каким он чувством думает. И тут сожаление. Тут сожаление, ну, тут странные карты. Сущная жаба. Тут какие-то такие странные карты. Тут, можно сказать, даже злость на самого себя. Даже зависть какая-то к тому, может быть, с кем вы сейчас. Ну да, вот смотрите, треугольник. Женщина и двое мужчин. Какое-то тут, ну тут ревность, может быть, вот такие проявления. Интерес, с кем вы, кто ваш избранник. Как-то так. Это вас он считает? Девочки, ну тут в отношении вас, тут смотрите, карта Эрос, сексуальное влечение как было, такое оно и осталось. При этом ему хотелось бы вот за маской как-то вот тут карта лиса, хитрость, это скрыть это влечение, дабы вы даже не догадались. Вы для него так и остаетесь нежным цветочком, ну такие какие-то романтические к вам, как это сказать, эмоции, да, настрой к вам такой. При этом карта Эрос, ну я повторюсь, вы для него желанны, привлекательны. При этом вот какие чувства, желание, дабы вы не догадались об этих каких-то эмоциях, да, желании, с которым он борется где-то, наверное, даже. Тоска, страсть и досада. Тут даже не легкая досада. Тут досада по поводу того, что как-то так все сложилось, ему кажется нелепо, и он не смог многое, как вам сказать, предугадать, предусмотреть. Вот тут как-то так все произошло. Вот он, а больше об этом. Да, разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Как будто бы человек как-то так опрометчиво то ли себя повел, то ли он не рассчитывал, что вы как-то себя поведете в ответ на, ну, дадите какую-то реакцию. И вот это расставание, оно, я не могу сказать, что он тут прям, он этому рад. Тут ревность, зависть в отношении даже, он больше завидует мужчине, с которым вы сейчас рядом. Но тут такое потребительская часть, я должна это озвучить. Вампирчик, он просто прекрасно осознает, какую энергию вы можете давать, какую нежность и заботу. Тут больше как зависть в отношении того, что какому-то мужчине вы это все дарите. Так, конкретный образ или воспоминание, которое его зацикливает. Ух ты. Тут любовь, девочки, которая, ну, он говорит, была между нами любовь, тут нежность, какой-то такой ваш образ, тут, ух ты, тут прям, девочки, смотрите, ощущение в моменте, он ощущал эту любовь, прилив нежности в отношении вас, и тут 100% такое ощущение, как будто бы это моя вторая половинка, как зеркало, отзеркаливание, тут могут быть близнецовые пламена, это все сюда, но при этом... Может быть, какой-то момент он вспоминает, да, смотрите, когда он вот это вот все ощущал, и при этом же пронзительно вот такой вот карта тупик. А куда? А я не могу. Кроме вот этих каких-то встреч,
Я не могу позволить себе что-то большее. Так как у кого-то карта дерева, это родовое дерево, могут детки, семья, у вас могут быть, у него. Вот тут вот такое, девочки. Вот тут какой-то такой момент был, его вот циклит на этом. 100% человек в моменте понимал, что ну, тут любовь, нежность в отношении вас. Она та самая, но при этом тупик. Вот, куда дальше? Кроме каких-то тут, может быть, встреч волнительных, но тем не менее ни к чему дальше не ведущих и не дающих никакой стабильности, ни надежд. Вот кроме этого я ничего не могу дать. Какой-то такой момент, девочки. Так, почему он только думает, но не действует в данную секунду? Он скрывает все свои эмоции, все держит при себе. У кого-то желание не потерять эту зону комфорта. Также можно прочесть эту карту. Это карта жадины. Почему? Почему не действует? Почему? Почему? Потому что на самом деле он тут... У него бывают такие мысли, когда он надеется, что что-то может быть там вас когда-либо объединит или, может быть, там где-то пересечетесь корабль, да, что-то прекрасное будет. Но тут же он сам себя останавливает, девочки, карта гроба может. Как будто бы сам закрывает эту тему. Почему только? Ну, это как будто прекрасный сон. Он шансов не дает. Как будто бы на реальность, на воплощение. Это тут карта феечка и луна. Как будто бы все, что остается ему, это только мечтать, только во сне, может быть, там придумывать какие-то истории с вами связанные. Нет, он как будто бы не дает шансов. Сам себя как отдергивает, сам себе говорит, нет, это нереально. При этом такое даже у меня ощущение, как будто бы он думает, что и вы не дадите шансов ему. Будто бы вы настолько уже как будто разочарованы. В принципе, как будто в мужчинах разочарованы. Чуть ли не знаете, как будто бы он был тем самым мужчиной, в которого вы чуть ли не последний раз поверили, да? Вот как-то так вот. И вас так как-то отвернуло после этого. Ну вот мне так идет. Будто бы вот тут немерено нужно каких-то усилий. А на самом деле нужны конкретные шаги, дабы вы поверили. Ну, а я не вижу с его стороны прям таких желаний, там, что-то менять вам, доказывать, там, или действительно идти в отношения. Он тут сам себя останавливает. Ну, и первая карта, вот, как хотите, так ее воспринимайте. Карта жадины, мужчина, который поддерживает вот эти вот золотые монетки своим животиком, да. То есть не готов распрощаться, где-то с зоной комфорта, где-то со своей привычной жизнью, где-то даже попытки как-то изменить что-либо. Тут этого нет. Повторюсь, где-то как-то мечтать это одно, да, там сны какие-то о вас видеть это одно, а решительные какие-то шаги это совершенно другое. Стоит ли вам дать ему встречный ментальный сигнал? Ой. Ну вот вам говорят, смотрите, ну если вы дадите встречный сигнал ему, карта Павлин, которую держит опять за спиной этот кинжал, история повторится, вы опять окажетесь в роли ребенка, которого обманули, опять поверите и опять почувствуйте себя преданным. Вот я так буду это считывать, карта талисман, это уже опыт, который у вас есть, это уже как противоядие какое-то, у вас уже есть прекрасный наработанный опыт. Не будем бегать по граблям, да, усвоим урок. И стоит ли подавать? Ну, в конце вот эта карта, она из магической колоды, говорят о том, что не стоит. Не стоит этот шанс давать, как будто бы живите прекрасно своей собственной жизнью, получайте радость. При этом карта подсолнух вы уже правда получили и этот опыт, и у вас его хватит для того, чтобы противостоять подобным мужчинам. На самом деле вы уже прошли этот урок.
Тут даже особо говорят, а зачем это вам? Вам это не нужно. Нет, говорят, вы уже мудрая женщина, и не стоит совершать каких-то, не буду говорить ошибок, но повторять. Повторять болезненный опыт не нужно. А вы и так заплатили слишком дорогую цену за него. Как-то так, девочки. Такой расклад сегодня у меня получился. И совет психолога, когда мы чувствуем, что кто-то о нас думает, это часто работа нашей эмоциональной памяти и тонкой сонастройки с человеком. Психологически это означает, что между вами остался незавершенный гештальт. Тот, кто сейчас держит ваш образ в голове, он пытается решить через вас свою внутреннюю задачу. Будь то чувство вины, тоска или невысказанное признание. Но помните, чьи-то мысли о вас – это лишь шум в чужой голове. Главное – это то, что вы думаете о себе сами. Ваша энергия принадлежит вам, а не тем, кто тайно по вам скучает. Теперь вы свободны от чужих проекций. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.